Друзья, в этом ролике мы побываем на севере Таиланда, а именно начнем с моего любимейшего города Чанграй. А люблю его, потому что здесь проходят цветочные фестивали, здесь живописнейшая природа, королевские дачи, золотой треугольник, экзотичные горные племена и потрясающий суп Khao Soi. Ну еще, конечно же, White Temple, белый храм. Дворец королевы матери, именно здесь он находится. Когда-то его подсмотрели королевская семья в Швейцарии, то есть с уже особенностями тайскими, традиционными, построили здесь в горах вот эту резиденцию. Чанграй прям цветочная столица, вот как раз выращивают цветы, и в январе здесь проводят такие мирового уровня цветочные фестивали, которые очень круто, если удастся посетить. Мне такое удалось в 2015 году. Вот едет королевская семья, судя по всему, потому что вчера встречали в аэропорту вместе с нами королевскую семью. Это одно из тех мест, которые меня влекли сюда. Вот этот вот прекрасный сад. В окрестностях выращивают много цветов. Место умиротворения, созерцания и красоты. И разных нежных и более таких ярких цветов. Поэтому будете в Чанграе, обязательно сюда приезжайте. Даотонг – это очень красивый сад. И это еще музей королевской семьи. Какое-то растение с такими мохнатками красными отцвело. А это похоже на пионы. Слушайте, как вот в музее рассматриваешь экспонаты, так и здесь не можешь оторвать взгляд от цветов. Такие вот цветы огромные свисают. И как они называются? Angel Trumpet. Angel Trumpet. Что в переводе означает? Может быть, ангельские марионетки. Вот, как красиво, ангельские марионетки. Да, дачу посмотрели они в Швейцарии. И вот в горах такая прекрасная резиденция, все в цветах, вокруг в садах. Деревянное шале, очень комфортно по климату. Вот у нас с самым любимцем тоже народ тайского. Обратите внимание на это растение. Очень похоже на тыкву, но смотрите, какие листья, как они охраняют плоды. Смотрите, какие они шипованные. Еще, наверное, чтобы вот такие вот хулиганы не обдирали. Продаются тилансии 80 бат, то есть 230 рублей штучка. Сейчас они поедут в Москву. Это знаменитый суп Khao Soi. То есть макарошки находятся в холодной воде, потом их подогревают. Это говядина, да. Коллаген добавляют. Хрящики, да. Вот чтобы полезно было. Теперь зелень. Чоп, чоп, чоп. Чоп, чоп, чоп. Coconut milk. Наташа, скажи, пожалуйста, без чего нельзя есть этот суп? Этот суп только с пивом, ребята. Потому что spicy very good. А пиво хорошо снимает остроту. А суп-то вкусный, Наташ? Слушай, суп, конечно, оригинальный. Вот это сочетание для меня, например, это что новое. Сочетается очень много разных вкусов, все в себе. Надо распробовать. Храмы очень красивые, всех цветов радуги. Хочешь белый, хочешь золотой, хочешь черный, хочешь голубой. И на фоне проводов тоже смотрится достаточно эффектно. А как вот здесь на вот этом столбе аккуратно скручены провода. Вот здесь видно, что порядок.
и электрики не запутаются. Въезжаем в деревню Лонгнек, то есть длинношеих девушек. Сейчас посмотрим, как они носят на себе это все. А вы готовы показать свои длинные шеи? Бедненько, но чистенько. Красная земля. Так вот устроен быт незатейливый. Как бамбук растет и как каучук растет. И вот там такие вороночки приделаны. Это как раз чтобы собирать сок, а потом делать резиновые изделия. Чего только не сделаешь ради искусства, чтобы показать, как это выглядит. Ну, у меня, в принципе, не короткая шея, поэтому я бы могла бы здесь жить, и мы бы тут деньги с туристов взимали бы. Радуется, смеется, весело ей. Сейчас денег, beautiful, сейчас денег запросит. Готовьте ваши денежки. Наташ, комфортно тебе? Слушай, ну к этому надо привыкнуть. Но ты когда вот одеваешь вот такое украшение, мне кажется, у тебя сразу все расправляется, и ты себя такой, знаешь, королевой чувствуешь, сверху смотришь. Но это ненадолго, Юля. Это буквально 5 минут и все. Видите, какие дома стоят? Спрашиваю, что за город? А это не город, это уже Лаос. Итак, местечко называется Golden Triangle или Золотой треугольник. Находится у реки Меконг. С одной стороны у нас Лаос, с другой стороны у нас Мьянма, ну и, соответственно, с третьей стороны Таиланд. Конечно, выглядит все очень грандиозно. И если присмотреться, в глазах Будды горит свет. То есть, мне кажется, там смотровая. Я когда-то там была. Сейчас, наверное, не поднимусь. А вот так это все выглядело в 2014 году. Посмотрите, когда строился этот Будда. Биг. Достаточно смотреть на красоту отсюда. Здесь этот комплекс с каждой стороны что-то новое и очень красивое. И очень много-много Будд. Подсветки. Посмотрите на этих драконов. Какой полет фантазии человеческого разума, чтобы все эти придумывать образы. В общем, здесь ночной маркет на Чанграе, вернее, в городе Чанграй. 20 едалин с одной стороны и 20 едалин с другой стороны. И цены по сравнению с Бангкоком, конечно, дешевле в 3 раза. Самые базовые, крутые, потрясающие блюда тайской кухни. Здесь она еще более разнообразная, потому что она с северным колоритом, с их традиционными супами мы уже будем пробовать.
вот нам готовят рис с морепродуктами. Опа! Раз соус, 2 соуса устричные, EMG. Вот так, EMG побольше, правильно. Пожалуйста, получите 60 бат, 170 рублей. Смотрите, цены выше 80-70 не поднимаются. Смотрите, с соусами. Вот такая вот хрустящая трава, монинг-глори называется. Соусы. Это должно быть очень вкусно. Лежу, тут массаж делаю, никого не трогаю. Тут жуткие порывы ветра и дождь вроде как. Молния. В общем, массаж, чтобы вы понимали, просто вот на улице стоят такие лавочки. И тут не было кому делать. Взяли 2 мужиков откуда-то позвали. Вот они нам теперь массаж делают. В общем, проблем с кадрами нет, особенно массажными. Полчаса массаж ног, 400 рублей на наши деньги. Погода накрыла экстремальная, прям даже не знаешь, как добираться до отеля.Жились мы здесь на севере, вон котика завели. Котик пошел на охоту. Опа, ой, а кто там? А я, говорит, просто добытчик. Добыл и понес на кухню, на завтрак. Подъезжаем к часам знаменитым. И едем ко второй этих же часов. В Белый храм. Интересно, удастся ли нам сделать фееричные фотографии, потому что вы посмотрите, что происходит на небе. Он мне кажется очень большим. Он такой, знаете, достаточно камерный. Вы знаете, храм не только внешне интересен, но и внутри. Причем внутри снимать запрещено. Я пыталась, но у меня ничего не получилось. Но у меня остались с 2014 года пару фотографий, где видно, что там изображено. Сейчас, конечно, там немножечко другие сюжеты у них. Но самые главные сюжеты – это все, что связано с кинематографом. Там Джонни Депп и пираты, башни-близнецы, и вокруг них обернутый заправочный шланг. Это говорит о том, что все крутится вокруг нефти. Там зло происходит из-за этого, из-за ресурсов, из-за дележки. Ну, то есть такие философские отсылы. Идешь так вот, смотришь на вот это великолепие. И тут, опа, как тесен мир. Здравствуйте, соотечественники. А смотри, как Людмила даже распустила волосы и не слышно голоса. Давайте познакомимся. My name is Lavda. За 30 бат можно листочек купить, загадать желание. И вот так вот они вешаются. И здесь уже много-много-много тысяч людей, а может быть и миллионы, загадали свои желания. Вот еще местечко освободили. Много можно повесить. Главное, чтобы крыша выдержала вот эту всю нагрузку, потому что это кажется, что не тяжело. А тут нагрузочка-то будьте нате. Знаете, вот мне не оторвать глаз. Я не знаю, как кому, мне здесь очень нравится. Мне очень красиво, мне очень необычно. Сейчас как раз на солнце какие вообще играют зеркала и свет, и цвет. Вообще, конечно, место распиарено настолько, что здесь какое-то начинает твориться безумие. Даже не знаю, порекомендовать, в какое время лучше приезжать. Вот хочу почему еще немножечко пару слов сказать. Вышло солнце, и посмотрите, как это все выглядит. Все светится, все сверкает, на нас обращают внимание непонятные прохожие, но бог с ними. Посмотрите, как это все выглядит красиво. И время выбирайте, наверное, по состоянию души. Лучше пораньше приехать. Ну и погоду смотрите. Когда здесь бушует стихия, мне кажется, это особо крутая картинка. И другое совершенно впечатление будет у вас. Вообще, я считаю, что север Таиланда, он обязателен к посещению. Потому что это кухня, история, современная архитектура. И самое главное, в 2-3 раза все дешевле.
Ну что, так как я нахожусь на севере, то, естественно, на севере я буду много где пробовать знаменитый суп каосой. Я считаю, недооцененный бриллиант тайской кухни. Кто-то прохихикал возможности, его не подали в ЮНЕСКО, как это сделали с том-ямом. Но суп, мне кажется, даже круче, чем том-ям. Значит, смотрите, это такой сладкий карри, очень нежный, с яичной лапшой, с зажаренной сверху лапшой. Еще свиные шкварки должны были быть, но что-то они не положили. Естся обязательно, сюда в тарелку кидается листья горчицы ферментированные и вот лук-шалот. И когда вот этот сладкий суп вместе с мясом, с соленьями и с кусочком лука у тебя попадает в рот, там разрывается куча рецепторов, потому что идет смешение разных направлений. Сладость, кислота, вот эта пикантная горечь лука делают именно вот этот суп каким-то, знаете, вот я ради него сюда вернулась, я вам честно скажу. Не ради белого храма, не ради еще каких-то экскурсий, именно вот из-за этого супа. Именно Чангмай, Чанграй, приезжайте, это шедевр. С свининкой. Ваше здоровье. Едем из Чанграя в Чангмай, и очень видно, как меняется ландшафт. Он уже более нам привычный, попрохладнее, повлажнее. Что у нас растет на полях? У нас растет рис, кукуруза, ананасы. На пригорке поля там бананы выращивают. По дороге из Чанграя, из Чангмая, она очень живописная. Видно, как растут разные культуры. И находятся всякие вот такие вот придорожные штучки. И что же в них продают? Я-то думала, я увижу ананасы, а здесь продают чеснок, и здесь продают лук-шалот. How much this? Короче, 3 килограмма стоит 100 бат. Получается 100 рублей килограмм. Достаточно дорогой лук. Но это наш любимый шалот. Обязательно перед отъездом мы с собой в Москву такой вот лук возьмем. Сейчас поедем дальше, может, каких-нибудь фруктов найдем по дороге. Проезжаем опять мимо локального такого маркета. Очень интересно посмотреть, что вот у них из обычных продуктов продается. Ну вот посмотрите, какая... нельзя трогать. Sorry. Тыква. Очень интересная тыква. Прям хочется забрать домой. А вот такие, смотрите, фасоль, то, что мы на деревьях видели. Угу. Очень много кунжута, семена кинзы. А вот это вот что такое? Может, это тростник или что это? Как думаешь, Вик, что это такое? Ой, перец, бананы. Да, это какой-то тыквенный рай. Все-таки вот это похоже на арбуз. Ой. Вот это вот самый-самый лучший стеллаж. Лук и чеснок. Картошка. Смотрите, какие авокадо. Я сейчас попробовала. Вкуснее в жизни не ела. Кто бы мог подумать, что в Таиланде такие потрясающие авокадо. Короче, друзья, когда вы едете из Чанграя в Чангмай, есть вот такие вот горячие источники, уже пахнет яйцами. Яйца мы здесь и будем есть. А еще здесь яйца сначала варят. То есть стоит корзина с яйцами, кипит вода. А вон там еще яйца. Мы будем есть перепелиные яйца. Вот такой вот аттракцион по дороге из Чанграя в Чангмай. В общем, что происходит здесь с яйцами? С яйцами происходит следующее. Их надо купить, стоит 80 бат. На наши деньги где-то рублей 220-230. Дальше тебе дают такую вот палку с крючком. И я иду варить яйца. Варить 10 минут. Интересно, с какой стороны они лучше варятся. Оставим вот так. Их надо там оставить. Мне было вот интересно. Короче, так я оставлю, пусть варятся. Все, встретимся через 10 минут. Тут по многу варят яйца. Такая, знаете, общественная яйцеварка. Кстати, отличная вещь. Есть такие печи, которые со всей деревни, как я была в Перу, там пироги пекут. А есть вот варят яйца. Что, нормально? В общем, ой,
Короче, яйца начинают уплывать, поэтому приходится контролировать ситуацию. Они очень вкусные, едятся потом соевым соусом. Перепелиные тайские яички. Ну все, наши яички готовы. Забираем, идем пробовать. Это вы... Короче, яйца растерялись. Первый раз в жизни пробуем рис с морепродуктами жареный. Как вам? Интересно. Интересно, да? Кусочки крабов нечищенных, так первый раз. Кусочки нечищенных крабов. Друзья, ну вот яйца мы наварили. Базовая еда, рис с морепродуктами и салат с папайей. Это вот два фаворита, которые я могу есть каждый день. Беспроигрышный вариант. В общем, что с яйцами? Мы их не доварили в сухом остатке. 5 штук утратили. Ну вот смотрите, получается он такой, смяточку такое. Вот еще почищу. Что делаем? Соевый соус макаю, отправляю. Растекается и сверху рис. Ваше здоровье.